первую очередь привязка нам нужна для того, чтобы вам было проще в дальнейшем делать адаптив и вносить какие-то небольшие коррективы, ну или даже большие, если вы сделаете эти привязки корректно. Давайте сразу рассматривать на примере. Вот у нас есть шапка, она у нас расположена во фрейме. Так, вот давайте сейчас все слои сверну. Так, вот шапка, она расположена во фрейме. Каждый элемент расположен в своей группе. Вот у нас есть логотип. Его мы привязываем к левому краю и к верху. Что это означает? Когда мы будем двигать размеры этого фрейма, то логотип не будет менять вот эти расстояния, то есть будет привязка. Вот это расстояние будет неизменным, и вот это тоже. Соответственно, это мы делаем также. Справа мы делаем привязку к правому краю и к верху. И здесь у нас есть небольшое меню, которое должно быть по центру. Для этого мы сверху привязку оставляем, а по центру мы делаем привязку вот такую, по центру. Дальше у нас есть еще хлебные крошки. Сделаем вот так. И теперь давайте посмотрим, что у нас происходит. Видите? У нас все двигается так, как мы задали. Хоть с этой стороны мы будем двигать, хоть с этой. Следующая, давайте задачу возьмем посложнее. Вот у нас есть такая сортировка, и здесь мы также с вами сейчас все настроим. Это все тоже заключено во фрейм, и этот фрейм у нас будет scale, scale. Что это означает? Это означает, что вот как мы будем двигать, так все и будет, этот фон будет передвигаться. Так, тут scale, scale. И тут scale, scale, все. Следующее, теперь переходим к самим вот этим карточкам. Здесь мы заключили их в единый фрейм. Это я вам попозже расскажу для чего. Итак, сами вот эти плашечки мы делаем с привязкой. Давайте начнем изнутри. Получается, иконка у нас идет слева и по центру, по высоте. Текст точно так же. И все остальные элементы давайте проверим, чтобы тоже были сделаны в таком виде. Да, все правильно. Стрелочки у нас будут привязаны к правому краю и тоже по высоте по центру. То есть как мы не будем двигать, они будут по центру. Дальше текст у нас сделан по высоте и по ширине по центру. Плашка, вот на которой здесь у нас будет scale, scale. Потому что если мы будем менять высоту, чтобы кнопка тоже менялась и по ширине, и по высоте. Собственно, эти элементы у нас также scale, scale, они будут меняться. Давайте посмотрим, что у нас уже происходит. Видите, все работает. Прекрасно, расстояния вот эти меняются, и остаются расстояния сверху и снизу одинаковые. Чтобы эти расстояния были одинаковые, мы как раз таки заключаем все вот эти компоненты в еще один фрейм. И у этого фрейма мы выставляем left and right. И также по высоте выравнивания. Если мы сделаем, допустим, scale, то смотрите, что будет происходить. Вот эти расстояния будут тоже уменьшаться, что нам с вами не нужно. Поэтому мы с вами здесь делаем left and right, и здесь мы делаем по центру. Вот. И готово. И давайте еще также заадаптируем вот такую карточку. Она у нас также размещена во фрейме. Все, что у нас будет слева, все элементы мы с вами выделим, сделаем с привязкой к верху и к левому краю. Справа элементы точно так же, только с привязкой к правому краю и сверху. И кнопку мы с вами сделаем left and right, то есть чтобы вот эти расстояния у нас оставались, и по центру. Теперь, нет, давайте сделаем не по центру, а к низу привяжем. Теперь давайте посмотрим, что будет происходить с нашей карточкой. Так, мы еще с фоном не поработали. Фон у нас scale, scale, и карточка у нас scale, scale. Так, давайте смотреть. Так, что пошло не так? Сейчас проверим. Так, вот это scale, scale. Вот, теперь все заработало. Тут у нас лишний фрейм появился. Смотрите, если вам
нужно будет... Так, что там? Надо его достать из лишнего фрейма. Вот. Этот удалить. Вот. Если вам нужно будет делать, допустим, адаптив для планшета, то там обычно карточки не на очень большую ширину меняются, и этого, в принципе, будет вам достаточно. Это в том случае, если будет приемлемо оставить те же размеры всех элементов. Либо если это будет адаптив под, допустим, компьютерную версию, но под более узкий экран, где сетка будет поуже. Вот. И смотрите, что происходит, если мы потянем вниз. У нас с вами происходит вот такой адаптив. То есть, как вы видите, любые элементы вы можете без труда адаптировать, не менять все элементы вручную, указать по-быстренькому все эти привязки, и у вас будет прекрасно работать адаптив.